Привет, всем привет! Меня зовут Юля, вы на канале Платьетерапия. В своих видео я вам показываю, как кроить и шить без выкройки, как это сделать легко и просто. Это вторая часть видео с белой кофточкой, блузочкой молочного цвета с кружевами. В этом видео я буду вам показывать, как пришивать кружева, сшивать ее, как обрабатывать. И хочу сейчас ответить на самые популярные вопросы, которые вы мне спрашивали. Я стараюсь отвечать на все ваши комментарии. Спасибо вам большое, что спрашиваете. Самый популярный комментарий, как обычно, вы спрашиваете, можно ли сшить такую блузочку не из трикотажной ткани. Конечно, можно. Делаете прибавку больше по груди, так как мы с вами шили черную блузочку. Горловину делаете более углубленной, для того, чтобы вы смогли, одеть на себя. И также, если вы хотите сделать платье, не забывайте, что если будет юбка пышная, нам надо будет убрать уголок чуть-чуть, чтобы не провисали у вас углы вашей юбочки. Если же юбку вы хотите сделать прямую по фигуре, чтобы удобно было ходить, если платье будет длинное, например, макси, не забывайте, что можно сделать боковой разрез или разрез по середине, по спинке, небольшой, для удобства ходьбы. Вопросов вы задаете много, некоторые из них личного характера, стараюсь на них всех отвечать. Спасибо вам огромное. Вы большие умнички, учитесь шить. Я вам очень благодарна за много-много хороших комментариев. Спасибо большое. Приятного просмотра. Нам нужно сначала, перед тем, как пришивать кружево, вот смотрите, нам нужно обработать вот эти швы и вот эти. Потому что сверху нам надо будет пришить кружево. Если у вас нет оверлока, то тогда просто пришивайте. А я сейчас буду обрабатывать вот эти шовчики. Теперь буду пересаживаться на прямострочную машину и пришивать кружево в средней части рукава. И потом еще соединю манжет. Перед тем, как пришивать кружево, нам обязательно нужно его соединить. Значит, смотрите, вот на лицо мы кладем кружево вот так. Обязательно так, чтобы нам перекрыть вот этот шов, который мы сделали. И выше шва, буквально на полсантиметра, мы будем прихватывать это все булавочками, либо иголкой с ниткой, чтобы красиво все сшить вам, чтобы у вас вот этот шов, когда вы одеваете изделие, его не было видно. Вот, смотрите, соединяем. Вот так. Так, и теперь смотрите, вот это верхняя часть рукава, Потом берем нижнюю часть рукава. Вот тоже, где вот вы прострочили, тоже накладываем сверху кружево, чтобы оно хорошо перекрыло вот этот шовчик, И тоже соединяем булавочками. Ровненько, ровненько, все соединяем. Идем ровненько. И второй рукав сделаете точно так же. Теперь будем пришивать. Сначала будем соединять рукава, а потом уже кружево на кокетке пришивать. Так. Конечно же, иголкой с ниткой сразу сметайте. Девочки, сначала булавками, потом
потом иголкой с ниткой, потому что ткань, знаете, может быть там, если чуть-чуть стрейча, натяжение чуть-чуть будет. Кружева чуть-чуть больше, да, по ширине, но тут ничего страшного. Потом обрежется оверлоком, когда будем соединять боковые швы. Так, показывает, что получилось. Так, вот смотрите. Тут у нас все красиво, аккуратно. И вот смотрите, такой рукав. Прозрачный посередине, так? Но теперь еще нам нужно его усадить на манжет. Значит, берете ваш манжет, вот он, так, сторона, которая меньше, это вот она, кисти. Так, теперь что вы делаете? Вы правильно собираем наш манжет, да, равномерно, иголочкой с ниточкой, стягиваем и пришиваем потом сюда. Вот так. Ой, сейчас давайте я выключу лампочку, чтобы... Вот сейчас, смотрите. Значит, мы берем иголочку с ниткой, собираем манжетик, так, и потом пришиваем его, соединяем между собой. Сейчас я буду соединять. Так, две заготовки рукава, один и второй на манжете. Вот смотрите, сейчас на себе покажу. Так, вот такой рукав, видите, манжетик и тут кружево. Теперь будем пришивать кокетку из кружева. Вот. Вы сначала, девушки и мальчики, потому что мужчины смотрят тоже, пришиваем по контуру, пришиваем иголочкой с ниткой. Смотрите, чтобы нигде не перетянуло, да? Чтобы все у вас было, чтобы кружево не потянуло. И вот прям сразу, смотрите, я буду начинать по горловине тоже прошью, чтобы не съехало сначала. А потом по периметру. Вот показываю как. Закрепляем. Ой. Закрепила. Закрепляем. По периметру пришиваем. У меня тут игла в ткани, а я поворачиваю саму ткань. Видите, вот. Поворачиваем, пришиваем и все. А руками себе помогаем ткань хорошо придерживать пальчиками. Мои. Так. Смотрите, вот уже все сшито. Сейчас я булавочки все достаю. И с обратной стороны сейчас вам покажу. Повторюсь, можно зигзагом, а можно вот так. Видите, вот. Очень аккуратно. Нитки подобраны в тон. Это цвет ниток 111 Ivory. Ну, не в каждого производителя. Вот номер 111. Цвет Ivory, он же еще молочный, то есть это не белый цвет. Так, и смотрите, вот. С обратной стороны видите вот эти ушки кружевные. Мы их сейчас... Где мои ножнички? Так, сейчас я их обрежу, вот.
я буду приступать теперь сшивать плечевые, боковые части блузочки. Потом вот мы будем пришивать манжет к рукавчику, сшивать боковой шов, обрабатывать низ манжета и низ. Ну, то есть полностью сейчас будем с вами сшивать это все дело. Так, сшиваем плечевые швы. Горловину можно обработать просто, вот оверлок подвернуть, застрочить. Можно обтачку. Можно, например, если кружево у вас какое-то будет эластичное, пришить еще по горловине кружево. Тоже зависит от вашей фантазии. Так, сшиваю плечевые швы. Боковые. Так, теперь буду обрабатывать низ, оверлок. Потом буду подворачивать на 3 сантиметра, заглаживать. И по тайным швам, слава богу, у меня появилась уже новая машина. Но поскольку блузочку это я буду оставлять себе, буду тренироваться на себе. Буду на этой машинке подворачивать. Так, ну вот по кругу сейчас. Хвостик затягиваем. Вот. Делаем маленький узелочек. Ой, сейчас. Ищите, что не могу словить нитку. Кошка храпит. Ну, не шутка. Старая храпящая уже бабулька. Так, вот. Теперь буду обрабатывать по кругу горловину. Вот. Она эластичная. Сейчас тоже буду оверлоком обрабатывать. Вот видите, вместе с кружевом я его сшила уже. И вот сразу оверлоком прошлась. Хвостик завязываю. Конечно же, его можно, например, продеть сюда, но лучше, если вы его аккуратненько завяжете, и у вас уже узелок, этот хвостик ниоткуда там не высотается. Закрепили и все. Это уже навеки. Так. Вот, смотрите, какая горловина. Ой, покажу, наверное, вот так, да? Лучше на лицо. Вот. Такое аккуратное горлышко. Потом я буду его подворачивать вот так. И по кругу еще обработаю. Ну, можно тоже по тайным швом руками это все сделать. Вот, смотрите, девочки. Можете по тайным швом руками. Можно на машинке аккуратненько. То есть тоже от вашей фантазии зависит. Так. И рукава сейчас буду сшивать. Значит, самое первое. Вот, мы сшили с вами манжет. Видите, как собран. Сейчас пришиваем манжетики. А потом боковые швы рукава. Если ткань трикотажная и у вас манжетик собран, чуть-чуть натягиваете ее. Не совсем очень сильно, а чуть-чуть натягиваем. И та часть, которая с сборками, всегда кладите наверх, чтобы вы контролировали. Чтобы не заживало как-то там. Тут прям этими складочками так и зашиваем. Вот, смотрите.
Прям делаем складочки, вот так ручками расправляем, чтобы они ровно были. Не под углом, а вот так ровненько. Так, вот, сшили манжет. А теперь смотрите, видите, у нас же тут кружево. Вот оно тут чуть-чуть выглядывает, то ничего страшного. Кладем. Стыкуем. Значит, смотрите, вот видите, так, тут нитка. Чтобы у вас кружево совпадало, вот, раз, и прихватили тут иголочкой с ниткой, либо булавкой. И тут тоже. Ну, чтобы оно не съехало, а чтобы оно у вас четко совпадало, вот. И этот шов тоже помним, да? Вот. Один в одну сторону, другой в другую, чтобы у вас все швы состыковались. Вот. Ну, манжет я тоже сейчас буду ровненько его прострочу. Вот, смотрите, сейчас. Прострочила. И теперь буду вот так ровненько прошивать все. Вот. Сейчас ровно сшиваю. А вы закрепите иголочкой с ниткой, либо булавками. Ну, конечно, первый раз, чтобы у вас все совпало. Вот, смотрите, раз. Там кружево обязательно. Так, следите, чтобы не завернулся у вас шов, чтобы ровно шел. Вот так. Так. Смотрим, видите, вот. Красиво как. Тут вот все совпало. И где тут шов? И тут. Все красиво. И второй рукав точно так же делаю. Шили мы боковые швы рукавов, манжеты, обработали низ. Теперь вот смотрите, тут обрезаем хвостики, оставляем сантиметр, да? Вот так. Значит, что мы будем делать? Мы будем подворачивать вот так. 3 сантиметра оставляем вот так. Хвостик сюда, загладили. И все обработали по кругу, по тайным швам. Рукава сейчас я буду вставлять в пройму, пришивать. Рукава как мы пришиваем? Вставляем в пройму вот эту часть, смотрите. Шьем рукава по кругу с этой части сюда. И рукав будем присбаривать, ну вот как обычно, да, мы делаем. Сейчас буду показывать вам. Так, рукав вставили в пройму, соединили вот эти шовчики, чтобы они сошлись, да. И собираем вот так. Смотрите, рукав вот, он больше, конечно же, чем пройма. Эту часть оставляем не зашитой. Это по 4 сантиметра на каждую сторону. И пришиваем мы тоже рукав. 4 сантиметра пришиваем, эту часть оставляем. Значит, потом мы рукав будем иголочкой с ниткой присбаривать вот так, смотрите. Я это уже в своих видео показывала. Собираете равномерно обязательно, чтобы у вас кучи не было с какой-то стороны. Все равномерно. И потом по кругу все соединяете. Вот так. Сейчас я соединю и покажу, как оно выглядит в конце. Так, сейчас буду пришивать на оверлоке рукава. Вот смотрите, тут сборочки. Потом я уже прогладила низ. Вот, видите? Чтобы подвернуть это все, рукава и низ. Сейчас буду пришивать. Ой.
Булочку я закончила обрабатывать. Вот обработала горловину, видите, подвернула, прострочила. И рукава. Значит, рукава и низ я первый раз обрабатывала на новой машине. Могу сказать, что у меня для первого раза получилось неплохо. Смотрите. Вот. Очень аккуратно. Ну, понятно, светлая, да. Не очень видно. Вот такие вот аккуратненькие шовчики. Теперь самое главное, нам нужно еще сюда пуговицы пришить. Вот у меня есть 4 пуговицы. Такие обтянутые тканью под цвет. Значит, как нам пришить пуговицы, чтобы это у нас получилось ровно? Складываем, вот смотрите, посередине. Смотрим, чтобы кружево вот совпадало. Вот. Вот смотрите, нам нужно сложить так, чтобы швы вот совпадали. Вот так. Чтобы у нас четко образовалась середина полочки. Центр. И вот по центру, смотрите, я беру и вот так прокалываю. Раз. И тут смотрю, где центр. Чтобы отцентровать. Вот. Я уже вижу, где центр. Вот. Центр наш. И теперь желательно взять кусочек мыла, сантиметр, так где сейчас, я вам покажу. Так, вот мы видим уже, где наш центр. Берем теперь сантиметр. Если у нас, смотрите, у меня вот 4 пуговицы. Чтобы их на одном расстоянии друг от друга пришить, вы берете сантиметр и намечаете. Вот и на расстоянии 2,5 сантиметра, смотрите, теперь центр мы нашли. И на расстоянии 2,5 сантиметра друг от друга у нас будут пуговицы. Вот 2,5 сантиметра делаю прокол. Раз. Дальше. 2,5 сантиметра делаю прокол. Вот так. И тут 2,5 сантиметра. Вот. И здесь тоже 2,5 сантиметра прокол. Видите, вот. И у вас теперь вот где центр булавочек, где вы закололи, вы прям сюда пуговички и пришиваете. Вот так. Понятно, что тут булавочки. Вот в эти центры. Чтобы по центру было. Ну и также можно взять сантиметр вот и померить, да, сколько сантиметров у вас до центра. Четко, чтобы пуговички были посередине. Сейчас я буду пришивать, покажу вам. Ну и в конце уже покажу, как я пришила пуговицы, поглажу блузочку и покажу, что получилось. Работа над блузой закончена. Блузочка с пуговицами, с кружевом на кокетке, с очень красивым рукавом на высоком манжете. Ее можно сделать не только белой, а, например, взять розовую ткань и пришить черное кружево, черные пуговицы. Все будет зависеть от вашей фантазии. Я надеюсь, что видео вам было интересным. Ставьте лайки. Всем пока!